2 января 2024 года, примерно в 17 часов 47 минут по японскому времени, произошло столкновение на взлетно-посадочной полосе самолета Airbus A350-900 компании Japan Airlines и самолета De Havilland Canada Dash 8, эксплуатируемого береговой охраной Японии. Рейс 516 Airbus был регулярным внутренним пассажирским рейсом из нового аэропорта Читасе в аэропорт Ханеда в Токио. Когда рейс 516 приземлялся в аэропорту Ханеда, два самолета столкнулись и загорелись. В результате столкновения погибли 5 из 6 членов экипажа Dash 8, но все 367 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы из самолета Airbus A350 без человеческих жертв. Оба самолета были уничтожены пожаром после крушения, что стало первым серьезным инцидентом с участием самолета Airbus A350 и первой потерей корпуса этого типа с момента его появления в 2015 году. Самолет Japan Airlines рейса 516 вылетел из нового аэропорта Читасе в 16 часов 27 минут по пути в аэропорт Ханеда. Хотя самолет должен был приземлиться после наступления темноты, погодные условия в Ханеде были ничем не примечательны: слабый и переменный ветер, видимость более 10 километров, небольшое количество облаков на высоте 610 метров и рассеянный слой облаков на высоте 9 километров. Примерно в 17 часов 47 минут при приземлении в аэропорту Ханеда на взлетно-посадочной полосе 34R, Airbus столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, который, как сообщается, не был оборудован транспондером ETSB. На кадрах видеонаблюдения видно, как из самолетов вырвался огненный шар. Самолет Airbus оставил огненный след, двигаясь по взлетно-посадочной полосе, а затем остановился, и дым проник в его кабину. Пожарные прибыли на место примерно через 3 минуты, на место прибыли около 100 пожарных машин. По данным Токийской пожарной службы, пожар в основном был потушен вскоре после полуночи. К тому времени конструкция самолета уже рухнула из-за интенсивности пламени. Столкновение и последующий пожар были зафиксированы на видео с камер видеонаблюдения из терминала 2. Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа на борту пассажирского самолета Japan Airlines рейса 516 покинули самолет, воспользовавшись 3 из 8 эвакуационных трапов, расположенных в передней части. Самолет Japan Airlines сообщал, что система бортового оповещения самолета перестала функционировать, вынуждая экипаж отдавать инструкции с помощью мегафонов и голоса. Среди находившихся на борту было 12 граждан Австралии и 8 детей. 14 человек на борту получили легкие травмы, 4 из них были отправлены в больницу. Было замечено, что никто не вышел со своей ручной кладью, что способствовало более плавной эвакуации из самолета. Еще одним фактором, способствующим выживанию находившихся на борту, было то, что самолет, который является одной из первых коммерческих моделей, изготовленных из композитных материалов из углеродного волокна, также, похоже, относительно выдержал первоначальное воздействие столкновения и огонь. Эвакуация была завершена в течение 20 минут. Самолет береговой охраны Японии с 6 членами экипажа готовился доставить грузы на авиабазу в Ниигате в связи с землетрясением в Японском море, произошедшим накануне. Это был один из 4 самолетов, задействованных правительством для оказания помощи пострадавшим районам. Капитан, который сообщил, что его самолет взорвался после столкновения, выжил, получив серьезные травмы, а смерть 5 оставшихся членов экипажа была подтверждена пожарной службой Токио. Обломки самолета Japan Airlines оказались в нескольких сотнях метров от того места, где находился самолет береговой охраны. Хотя все пассажиры и члены экипажа Airbus A350 были эвакуированы с незначительными травмами, самолет был поврежден и не подлежал ремонту. Самолет, следовавший сразу за рейсом 516, Boeing 737-800, приближающийся к взлетно-посадочной полосе 34R, выполнил уход на второй круг на высоте 350 метров перед тем, как направиться в аэропорт Нарита. Также было несколько рейсов, ожидающих взлета, большинство из них вернулись в терминал после закрытия взлетно-посадочных полос. Инцидент произошел, когда миллионы людей путешествовали на новогодние праздники, один из самых загруженных периодов путешествий в году.
После крушения все взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда были временно закрыты, и многие рейсы были перенаправлены в близлежащий международный аэропорт Нарита, а также в международный аэропорт Тюбу-Синтриер и международный аэропорт Кансай. Другие были отменены в результате крушения, при этом Nippon Airways зарегистрировала 112 отмен внутренних рейсов за оставшуюся часть дня, а компания Japan Airlines отменила 116 внутренних рейсов. Около 21 часа 30 минут по японскому стандартному времени оставшиеся 3 взлетно-посадочные полосы аэропорта Ханеда были вновь открыты по данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. О дополнительных отменах было объявлено 3 января, в общей сложности 20 тысяч пассажиров пострадали от сбоев рейсов после аварии. Правительство Японии создало офис информационной связи в Центре кризисного управления при канцелярии премьер-министра. Совет по безопасности на транспорте Японии объявил, что официальное расследование начнется 3 января 2024 года. Международная ассоциация воздушного транспорта опубликовала в Твиттере сообщение, в котором выразила соболезнования пассажирам и экипажу на борту 2 самолетов. Они также выразили соболезнования в связи с произошедшим накануне землетрясением. Корпорация японских авиалиний опубликовала заявление, подтверждающее события столкновения на взлетно-посадочной полосе, и выразила соболезнования семьям и друзьям 5 погибших. Корпорация также предлагает полный возврат средств тем, кто желает изменить или отменить свои планы поездок на рейсы до 1 апреля 2024 года. Совет по безопасности на транспорте Японии объявил, что ему удалось восстановить полетные данные и диктофоны самолета береговой охраны, в то время как поиски диктофона самолета Airbus продолжаются. Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации объявило в Твиттере, что будет сотрудничать с Airbus в ходе расследования. Оно также добавило, что отправит команду в Японию для расследования инцидента. После столкновения Министерство земли и транспорта Японии объявило, что перед происшествием авиадиспетчеры разрешили самолету Airbus приземлиться на взлетно-посадочной полосе 34R, в то время как самолету береговой охраны было приказано держаться подальше от взлетно-посадочной полосы и оставаться на рулежной дорожке. Однако NHK со ссылкой на источник в береговой охране сообщил, что пилот самолета береговой охраны утверждал, что получил разрешение на взлет. Также сообщалось, что полиция расследует возможную профессиональную халатность как причину инцидента. Согласно копии бюллетеня, опубликованной 25 декабря 2023 года, стоп-сигналы в точках ожидания взлетно-посадочной полосы 34R не работали. Стоп-сигналы встроены в асфальт в качестве дополнительной меры безопасности и предотвращения несанкционированных выездов на взлетно-посадочную полосу.